Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же заставит ваше сердечко трепетать? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, ребят, вот из расклада в расклад я не перестаю удивляться, какие серьезные вот мужчины меня смотрят. Мне, конечно, приятно, да? У вас в приоритете всегда была, есть и будет семья. И неважно, есть сейчас она у вас или же нет, да? Помним про общий расклад. Вы семейно ориентированный человек. Вы вообще знаете... Последнее время, возможно, немножко подустали. Подустали, хочется какого-то спокойствия, хочется отдохнуть. Кто-то из вас, возможно, длительный период не был в отпуске. Конечно же, для вас был бы в приоритете отпуск с любимым человеком, да, вам бы такого хотелось, но, к сожалению, не у всех из вас на данный момент есть любимая женщина, и это факт. И давайте, как всегда, наверное, посмотрим, что вы мне ответите по этому поводу. Давайте маленький опрос сделаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас любимая женщина на данный момент. Или же вы холостяк, да, вот, либо же вам кто-то нравится, либо вы женаты, вот, напишите, в каком статусе вы находитесь. Ну и, конечно же, вот по поводу как раз любимой женщины пишите. Потому что можно жить в браке, но это не любимая женщина, да, вот именно о любимой мы спрашиваем сегодня. Вы человек, который, довольно умный. И это, знаете, это не пустые слова. У кого-то из вас проиграется и не одно высшее образование, у кого-то проиграется... сам по себе даже вот аналитический, довольно глубокий ум и, хорошие довольно когнитивные способности, да. Вы имеете довольно неплохую память, и кто-то из вас даже помнит, возможно, до мелочей то, что было давно-давно, может быть, еще в детстве, в юношестве, да. Напишите в комментариях также, вот помните вы в мелочах, может быть, да, вот юность, детство свое. Вы человек, который очень любит гармонию во всем. Вы не будете кидаться с одного в другое, да, с одной женщины к другой. Вот как-то вы любите стабильность по жизни. Для вас очень важна именно та атмосфера любви, атмосфера семьи, да, вот то, что я сказала в самом начале расклада. Вот та энергетика семьи, которая, вам просто жизненно необходима. Это ваш такой якорь жизненный, да, когда вы теряете, а среди вас есть такие, кто потерял семью на данный момент, да, вот, нет у вас, вы либо разошлись, либо же просто, если это были отношения, расстались, то, конечно же, у таких, да, вот очень некомфортное состояние, потому что вот как будто не хватает, половинки вас, да, вот, потому что у вас как будто целостное состояние, такая целостность какая-то, даже по ощущениям, когда есть любимая женщина. И напишите, что вы думаете по этому поводу, да, вот нужна ли вам половинка или нет. Также среди вас есть, опять же, в очередной раз, уже, по-моему, не раз у нас выпадала сигнификация, есть люди, которые обладают какими-то магическими, либо же эзотерическими, как хотите называйте, способностями. У кого-то это может проиграться способность к целительству, у кого-то это способность к таро, да, кто-то из вас даже, может быть, уже прикупил колоду, делает какие-то простенькие расклады, то есть вас таро влечет. То, что вы побаиваетесь развиваться, это тоже может присутствовать в такой момент. Но, знаете, вот ощущение, что у кого-то из вас даже есть, как это назвать, не то, что связь, не с космосом, конечно, это связь, а то ли это с потусторонними силами, это может быть связь с ушедшими предками, да. То есть могут даже какие-то невероятные события, вот какие-то случаи, такие, чудеса порой происходят в вашей жизни, да, как будто какая-то неведомая сила вам помогает, может быть, вам подсказки какие-то дает, либо же спасает от беды.
Напишите, ребят, у кого были такие случаи, вы можете коротко даже описать, да, кто от чего вас, может быть, спас, да, какая сила, что может быть, да, ну, что такого было интересного в вашей жизни. Мне всегда очень интересно читать ваши комментарии. Что еще мне о вас расскажут коротко, да, ребят? У кого-то может проиграться, да, вот, но это чисто внешне, что вы можете быть, ну, такой довольно упитанной комплекции. Вот почему-то вот мне хочется мишкой такой назвать, да, такой щупленький, так пощупать, мягенький, щупленький. Но опять же, конечно же, это не все проиграются, потому что это общий расклад. И, конечно, одни мишки, ну, никак не могут собраться на моем канале, правда? Ну, шутки шутками, а знаете, вот вы человек на самом деле, да, вы можете быть белый, пушистый, да, как котеночек, как мишка, как угодно называйте, но это может быть до поры до времени. У вас есть довольно сильный внутренний стержень, вы довольно человек, ну, такой бесстрашный, я бы сказала, да, у вас были испытания в жизни, и вы уже такой закаленный достаточно в боях, поэтому, ну, чем-то вас удивить, ну, я думаю, наверное, уже очень сложно. Ваша жизнь, ну, как будто наполнена какими-то тайнами, интригами, сплетнями. Это не очень приятные моменты, конечно же, но тем не менее это есть. И также еще хотелось бы добавить, что несмотря вот на вашу такую силу, мощь, выносливость, да, кто-то может быть даже грозной такой вид имеет, да, хотя в душе добряк. Но тем не менее вы порой бываете очень-очень такой наивный и порой витаете в иллюзиях. Вот тоже есть, ребят, такой момент. Вот знаете, еще хотелось бы добавить, вот некоторые мне пишут, что вот зачем это сигнификация, это все. А знаете, я просто как психолог вам скажу, ребят, вот те, кто пытаются, я не знаю, с целью похейтить меня, либо же еще что-то, ну, вы понимаете, что это вообще легко решается, если кто-то пишет гадости, просто блокироваться будут. Но я поясняю для тех, кто, может быть, не понимает, для чего вообще сигнификация. Порой сигнификация дается даже для того, чтобы вы не просто, да, узнали то, что вроде бы вы знаете, да, вот казалось бы. Но если вы заметили, я еще немножечко психологии сюда приплетаю, да, и пытаюсь какие-то жизненные, может быть, пояснения вам дать, какие-то подсказки. То есть порой, когда вы вроде бы слушаете просто сигнификацию, вы открываете ну, для себя что-то новое. И вы, кстати, мне тоже об этом пишете, что как будто вот глаза открываются на какие-то вещи. Да, вроде бы вы знаете все эти события, что с вами происходило, какой вы, но порой занимаетесь то ли самообманом, то ли не хотите в это верить, то ли еще что-то. Поэтому, дорогие мои такие, я не знаю, хейтеры, злопыхатели, хотя, ну, к счастью, это единичные такие случаи, я думаю, я ответила на ваш вопрос. Если кого-то не устраивает, YouTube большой и вперед из песней. Ну а те, кто меня любит, продолжаем. Итак, ребятушки, кто же заставит ваше сердце трепетать? Да? Давайте будем разбираться. Знаете, вот я бы вам сказала, что вы вообще сам по себе такой человек, ну, довольно страстный. Вот интим для вас это не пустой звук. Другое дело, что далеко не у всех у вас, ну, он может быть регулярным, у кого-то может быть длительное воздержание. Но вообще вы человек страстный, вы очень ревнивый. И вы человек вообще такой, знаете, склонный к самопожертвованию. И вам бы хотелось встретить, конечно же, такую же партнершу, довольно страстную женщину. Я сейчас говорю именно о холостяках, да, о тех, кто еще не влюбился, кто не повстречал свою новую любовь. Вот, ну, правда, ребят, вот можете даже мне написать, вот хотели бы вы страстную женщину встретить, ну, я думаю, бревно никому не понравилось бы, правда? Поэтому это первый момент. Далее, знаете, в вашей жизни начнут так очень-очень постепенно происходить перемены. Кто-то из вас может их даже не заметить, потому что весь будет в работе, в хлопотах и так далее. Но, знаете, вы на своем пути встретите человечка, который
ну не то, что зацепит ваше сердце, а вы сами даже удивитесь, что вы, оказывается, еще можете влюбляться, вы, оказывается, еще можете чувствовать, да, потому что кто-то из вас уже, ну реально, уже сложил лапки, и я никого не хочу, я ничего не хочу, кто-то из вас однозначно поставил крест и на себе, и на личной жизни, и особенно это проиграется у тех из вас, кто очень такой ранимый, кто чувствительный, да, кто, может быть, сейчас даже вот переживает острую фазу, да, потому что недавно вы разошлись, то вы как будто опустошены. То, естественно, вы сейчас не думаете вообще ни о какой любви, да? Но будет, ребят, вот будет в вашей жизни такая встреча, которая заставит ваше сердечко снова трепетать. Это женщина, которая будет, ну, она чуть моложе от вас, и она какой-то период тоже была без отношений. Вот как-то, ну, не хотелось ей вступать в отношения, потому что лишь бы с кем она не будет никогда, лишь бы с кем в отношениях, потому что она довольно серьезная женщина. У нее серьезный подход, в этом, в общем-то, вы с ней схожи, да, потому что, ну, направо-налево размениваться, ну, вы же себя не на помойке нашли, правда ведь? Поэтому это женщина, которая зажжет тот самый огонечек любви, и причем для вас это станет, ну, действительно каким-то сюрпризом и открытием. Ваши вот отношения будут очень-очень стремительно развиваться. Вы сами даже не будете ожидать, что вот так может быть, да? Вот казалось бы, все, уже поставил крест, ничего не хочу, ничего не буду, а тут раз и сердечко трепещет. Ребят, я, в принципе, за вас даже рада. Это женщина, с которой у кого-то даже вас проиграется карьерный рост, вот именно во время вот этих отношений, да. Вы вот как-то, знаете, вот совпадет у вас вот эта вот ситуация и новых отношений, и карьерного роста. Плюс кто-то из вас сам захочет и больше зарабатывать, захочет, возможно, кто-то даже сменить работу, либо же на заработки поехать. И у кого-то может даже проиграться, что вы, ну, возьмете с собой эту женщину туда, вот, если вы, допустим, там за границу поедете, либо же в другой город, чтобы просто не расставаться. Потому что вы, ну просто вы не будете представлять своей жизни без этой новой женщины. Кто-то сейчас может улыбаться, конечно же, да. Но это такое дело. Вы можете верить, можете не верить. Но я вам говорю то, что у вас будет обязательно. Причем, вот знаете, вы, когда начнете общаться с этой женщиной, вы станете вот как-то и душевно поспокойней, да, вот не будет какого-то внутреннего напряжения, не будет вот страхов, недоверия, даже у тех из вас, кто сейчас вот говорит, я никому не верю, все женщины одинаковые, я никому не верю, меня предадут и снова же на те же грабли не хочу, да, вот даже вы, ребят, вы настолько расслабитесь, потому что вам будет настолько хорошо с этим человечком, что ни о каких сомнениях, ни о каких страхах здесь речи даже не будет. Вот она будет вашим таким вот душевным лекарем. Это женщина, которая, она и внешне хороша, и красива душой. Вот знаете, это такое очень редкий в наше время, наверное, тандем, когда человек и внешне, и внутренне гармоничный, да, когда порядочный и красивый человек во всех отношениях. Поэтому вам повезет, ребят, главное не отчаиваться и не опускать руки. Это женщина, которая довольно неплохо зарабатывает. Она хорошая хозяйка, у нее потрясающее чувство юмора. Я знаю, что многие из вас любят поюморить, я сама обожаю пошалить, почудить, да, и сколько бы нам ни было лет, но все мы в душе дети, да, просто мы не со всеми себя можем так вести, с кем-то ты можешь подурачиться, поприкалывать, поподкалывать, да, а с кем-то ты будешь гроза народов, с кем-то ты будешь сама серьезность, да. Ну, юмор это наше все. Особенно, когда какие-то кризисные, тяжелые времена, порой даже конфликты можно перевести в юмор. И это не будет уже таким, знаете, эскалацией конфликта уже не будет. Поэтому, ребят, смотрите, у вас даже падает, в принципе, и карта брака.
Но здесь вы будете сами уже решать, захотите вы гражданским браком жить, захотите жить официальным браком, вы будете уже советоваться, вы будете выбирать, да, вот именно решать с этой женщиной. Потому что в этих отношениях вот именно будет все красиво и гармонично, потому что в вашей жизни встретится потрясающая женщина. И, знаете, вам не захочется даже командовать, вам не захочется стучать по столу кулаком, даже если вы раньше это делали в порыве злости, гнева, да. Вот не будет просто таких каких-то событий, чтобы вы показывали, вот я так сказал, я так хочу, да. Вот вам захочется с ней посоветоваться, вам захочется сделать ей что-то приятное, да. Поэтому, ребят, я за вас искренне рада. Я желаю поскорее встретить такую потрясающую женщину, которая заставит ваше сердечко трепетать. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!